Дорогие донбасские ополченцы, они же сепаратисты, они же террористы, и как вас там еще в истории назовут, вы даже представить себе не можете. Я русская, я вам не из Киева звоню, я звоню вам из Москвы. И, видимо, вам никто не сказал еще правды о том, какая участь вас ожидает и в качестве какой разменной монеты употребляет вас Москва. Мои дорогие хорошие, вы во имя чего собираетесь умирать? Мы никак здесь не можем понять, зачем вы собираетесь умирать и за кого. Неужели за российское телевидение, которого вы насмотрелись? Вам уже должно быть понятно, что никакого блицкрига и аншлюса не будет, что Путину не нужен Донбасс. Вы нужны были как приложение к Николаеву, к Херсону, к южной части, к Одессе, а сами по себе вы не нужны. Нужны не вы, нужна черная дыра, через которую для разжигания междоусобной войны будет поступать оружие. Вот ваши противники, такие же молодые люди, или постарше, из украинской армии, из национальной гвардии, которых вы почему-то считаете фашистами. Не многовато ли фашистов для одной страны? Они понятно за что умирают. Знаете, даже не за целостность Украины. Не в этом дело. Они умирают за то, чтобы выжила их страна под названием Украина. Чтобы она оторвалась от нашей проклятой, жалкой, рабской, злобной России. Уж я вам как уроженец этой России говорю, я знаю, что у нас здесь происходит. Чтобы она немножко чего-нибудь съела, приоделась, ушла в Европу, жила так же мирно, спокойно и счастливо, как европейцы. Как вы понимаете, фашизм там не планируется. Они с вами не хотят воевать. Если бы они хотели воевать именно с вами, это было бы проще всего. Превратить Донецк, Луганск, Славянск просто в кучу развалин, чтобы не выжил никто. В том-то и проблема, что они не хотят с вами воевать. Они вас считают своими согражданами, хоть и обманутыми. Они хотят воевать с вашими врагами, Пушилиным, Бородаем, Стрелковым, Гиркиным, которых вам надо прежде всего связать и отвезти в подарок в Киев. Эти псы войны, они нисколько вас не жалеют. Когда станет совсем плохо, они в какую-нибудь дырку проскользнут обратно в Россию под крыло к Путину. Ну, а вас похоронят, и Путин о вас и не вспомнит. Понимаете, беда вся в том, что вам умирать не за что. Вы говорите, что сражаетесь за Донбасс. Донбасс чаще чего? Нет и не может быть страны под названием Донбасс. Вы же понимаете, что вы одни жить не будете. Путин вам просто не даст жить одним, потому что ему не нужна ваша независимая жизнь, даже если вы попробовали. Ему нужна граница, чтобы гнать через нее ПЗРК, оружие, и чтобы нападать на Украину, чтобы та не знала ни одного спокойного дня, чтобы все время шла война, чтобы Украина не сделала реформы. А вы только пушечное мясо. Вы только средства обеспечить войну. И чем больше вас будет, тем довольнее будет Путин. Вы зачем с российскими флагами ходите? У вас есть шанс с помощью Украины обеспечить себе сносное, человеческое, свободное существование, а лет через 10 и зажиточное существование. Это мы обязаны здесь пропадать, потому что Россия наша Родина,
и мы должны ее спасать. Как вы собираетесь спасать Россию с помощью георгиевских ленточек и с помощью российских флагов? Вот каждый раз, когда вы выкидываете российский флаг, вы же работаете не на Россию, которая раздавлена Путиным. Вы хоть знаете, кто такой Путин? Это чудовище, это сталинист, это порождение мрака. Он Толкиена, читайте. Он из Мордора. Это Саурон настоящий. А что ему нужно? Ему нужно, чтобы никто нормально не жил. Ему империя нужна. Империя зла, потому что империи добра не бывает. И ради чудовищных амбиций этого наследника Гитлера и Сталина вы хотите умереть в отсвете лет? Я что-то вас не понимаю. Понимаете, другая сторона умирает действительно за человеческую жизнь своих сограждан. А вы за что умираете? За то, чтобы в Донбассе человеческой жизни не было? Да почему вы тогда его называете своей родиной? Вам пострелять охота? Ну идите в тир, постреляйте, там человеческих жертв не бывает. Вы загоняете себя в пятый угол. С Россией на сегодня все очень плохо. Я не уверена в том, что мы выберемся. Нас здесь слишком мало. И слишком много тех, кто хочет воссоздать империю, и вы для них только подстилка. Да, беженцев какое-то время будут кормить и трудоустраивать. Будут делать это на показ. Но вы не думайте, что они будут у нас в Ростове-на-Дону жить лучше, чем жили бы у вас в Донбассе. Ничего особенного им не дадут. И то, что вам говорят про каких-то несуществующих фашистов на Украине, это тоже все вранье. Просто Украина была достаточно западной свободной страной, и сначала они дрались с немцами, даже сначала с поляками за свободу Украины, потом с фашистами, с немцами, а потом с другими фашистами, советскими фашистами из НКВД. Вот этим и занимался Степан Бандера, ничего плохого в этом нет. Если бы Россия сражалась против Сталина, не было бы тех несчастий, которые сейчас произошли. Поэтому, ребята, вы подумайте, вы мне позвоните, вы мне пошлите какой-нибудь имейл. Каждого, кто увидит этот ролик, я прошу довести его до сведения тех молодых ребят, которые неизвестно за что собираются на этих блогпостах погибать. За Путина, за Сталина, за власть Советов. Приходите сюда, поговорим, спокойно поговорим. Вы же понимаете, что я на Запад не работаю. Если бы я на Запад работала, ну, сидела бы я где-нибудь на какой-нибудь красивой вилле и на всем готовом. Я старый диссидент и достаточно сидела в тюрьмах во время советской власти. Я имею право вам это говорить. Сегодня путинская Россия ваш враг. Она вас употребляет. Ну, просто как фарш из мясорубки. И каждый день умирают люди, вы умираете. Не слушайте ваших родителей, если они вам говорят, что в Советском Союзе было хорошо. Они не помнят, они забыли. Это было слишком давно. Еще, кстати, наверное, до вашего рождения. А вы тем более этого знать не можете. В Советском Союзе было очень плохо. Хуже просто не бывает. Разве что в гитлеровской Германии было хуже. И в сталинском Советском Союзе. Думайте сами. Своей головой. Вот те родители, которые вам говорят такие вещи, и те, кто приносит вам борщ на блокпосты, они берет вас за ручку и не уводят, как маленьких. Эти люди хотят вас просто похоронить. Потом они вас зароют, произнесут какие-то речи, но они вас не любят. Вот мы, российские демократы, любим вас больше.
Мы не хотим, чтобы вас закопали. Вот только что сбили вы украинский самолет. Зачем? Там сидели такие же молодые ребята, которые хотели защищать свою родину от Пушилина, от Бородая, от Стрелкова, от российских православных казаков, которые действительно безумные фанатики, негодяи, которым в России не находится работы после того, как они уши у чеченцев отрезали во время Чеченской войны. Эти люди всю свою жизнь творили только зло. И они теперь приехали на вашу землю, чтобы творить зло на вашей земле. Пожалуйста, подумайте, вам надо просто прекратить сопротивление. Все, что можно вам дать, Петр Порошенко, человек умный и порядочный, вам даст. Хотите говорить по-русски? Будете говорить по-русски. Хотя, вы знаете, у вас ведь будущее, учеба, возможно, в университете. Нет ничего страшного в том, чтобы еще парочку языков выучить. Английский, украинский. Будут у вас свои мэры, будут свои губернаторы. Чего вы еще хотите? Чего еще вам можно дать? По крайней мере, вы будете жить и будете улучшать свою жизнь сами. А Путин вам обещает только могилу. С этой стороны, кроме могилы, ничего нет. И никто вас от этой могилы не спасет, если вы сами не захотите от нее спасаться. Еще и неизвестно за что. Понимаете, вот молодые немецкие парни, которые пошли воевать за Гитлера, вот они за что погибли? Ну да, немецкое правительство выплачивает пенсию их родственникам, но они погибли абсолютно зря. Вы тоже хотите так погибнуть? Пожалуйста, подумайте. Это я вам говорю, Валерия Новодворская, диссидент с 40-летним стажем. Я все время боролась с той самой советской властью, о которой так хорошо говорят ваши родители. Понимаете, дорога есть только на Запад. И человеческая жизнь только на Западе. Ну, вы и фильмы, что ли, не смотрели никакие? Скачайте себе из интернета. Ну, поезжайте, ведь это недалеко, посмотрите, вместо того, чтобы сидеть на блокпостах. Посмотрите, какая там добрая, хорошая человеческая жизнь. Никто, кстати, никого не убивает. Даже в голову никому не придет вот просто так взять